Всем здравствуйте! Модель слитков, которую я сегодня хочу предложить вашему вниманию, вяжется очень быстро и легко пересчитывается на любой размер. Связать можно однотонные или разноцветные, это по вашему желанию. С этой моделью легко справятся те, кто только учится вязать. Модель без единого шва связана исключительно лицевыми петлями. Уверена, вам понравится. Я вязала такой пряжей, спицами номер 3,5. Пожалуйста, читайте описание под видео, возможно, там есть ответ на ваш вопрос. Если вам интересно, присоединяйтесь. Набираем петли. Набрали 14 петель и вяжем все ряды лицевыми петлями. В первом ряду первую петлю провязываем, в остальных рядах кромочную снимаем. В данной модели я вяжу лицевые петли за переднюю стеночку. Последнюю петлю я вяжу за заднюю стеночку. Вы вяжите как привыкли. Снимаем кромочную, подтягиваем ее и вяжем дальше. Сейчас посчитаем по кромочным петлям, сколько мы провязали. Обратите внимание, что нить, которая осталась от набора петель, с левой стороны. Исключительно для того, чтобы аккуратнее смотрелось изделие. Так, посчитаем кромочные петли с правой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кромочных петель. С этой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь разделим вязание на две части и с каждой стороны от маркера по 7 петель. В лицевых рядах будем делать убавление с двух сторон от маркера. 2 петли провязывать с этой стороны и 2 петли с этой стороны. В изнаночных рядах будем вязать просто лицевые петли. Если вы боитесь запутаться, в каком именно ряду прибавлять петли, можно с этой стороны прицепить маркер и знать, что если с правой стороны маркер, значит в этом ряду будем делать убавление. Сейчас провяжем еще один изнаночный ряд. Начиная с этого лицевого ряда будем делать убавление. До маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Подтягиваем петлю, переносим маркер и эти 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Подтягиваем ее, довязываем ряд до конца. Следующий ряд изнаночный
вяжем 12 лицевых петель. В этом ряду снова делаем убавление. Две петли провязываем вместе. Две петли вместе. И продолжаем так вязать, делая убавления в лицевых рядах. После убавления осталось 4 петли. Нить от набора с левой стороны, рабочая нить с правой стороны. Закрываем петли. Закрывать будем лицевыми петлями. Для этого я буду петлю разворачивать. Итак, 2 петли вместе провязываем лицевой петлей, снимаем со спицы, получившуюся петлю возвращаем на спицу, снова 2 петли вместе лицевой петлей, получившуюся петлю возвращаем на спицу. Следующий этап работы — набор петель по краю задника. Вот я показываю вам, для чего я провязываю за заднюю стеночку последнюю петлю. Повторюсь, вяжите как хотите. Итак, это лицевая сторона работы. Ориентируемся на нить, которая с левой стороны. Набирать петли по краю будем, вводя спицу в кромочную петлю за обе стенки. Подхватываем нить, вытягиваем ее и петля на спице. Если вам неудобно делать это спицей, воспользуйтесь крючком. Набрали петли по одной стороне. Чтобы было удобно дальше набирать петли, вытянем спицу, сделаем петлю и будем дальше продолжать набирать. Здесь мы вводим спицу, с этой стороны будет удобнее показать, между петлями. В этом месте мы набирали петли для начала работы. Первую эту петлю подтягивайте хорошо. Набрали, снова вытянули спицу и продолжаем набирать. Снова по кромочным. Сейчас на спице 39 петель и продолжаем работу, провязывая ряд туда-обратно. 39 лицевых петель в лицевом и изнаночном ряду. Чтобы было удобно вязать, первые несколько рядов провяжем таким образом. В середине вытянем тросик, ну или трубочку, как у меня. И начнем вязать. С помощью так называемой магической петли. Так, вяжем петли с этой спицы, снимаем кромочную и вяжем, как вязали до сих пор, лицевые петли.
Довязываем петли с этой спицы. Теперь тянем подготовили к работе эту спицу, а эту вытягиваем и продолжаем вязать. В этом месте эту петлю, когда провязываете, подтяните. И все, вяжите до конца. Довязываем ряд, разворачиваем вязание. Провязываем петли с этой спицы. Подготавливаем к вязанию эту спицу. А эту вытягиваем. Подтянули. Я провязала 6 рядов, и в этом ряду у меня смена цвета. Я обрезаю нить. Сейчас петли уже можно перенести на одну спицу. Несколько рядов еще будет туговато вязать, но уже возможно. При смене цвета первую петлю провязываем, в остальных рядах снимаем кромочную. Закончили вязать прямую часть. Если посчитать по кромочным петлям, начиная с этого цвета, здесь было 3 кромочные петли: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 кромочных петель. Теперь разделим вязание на 3 части и отметим маркером здесь и здесь по 8 петель, в средней части 23 петли. Теперь мы будем делать в лицевых рядах убавления с двух сторон от маркера, с этой стороны и здесь 2 петли вместе и 2 петли вместе после маркера. В изнаночных рядах просто будем провязывать лицевые петли. Снова можно прицепить сбоку маркер, чтобы не путаться, в каком ряду надо делать убавление. Итак, вяжем петли до маркера. До маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. Подтягиваем эту петлю, переносим маркер и 2 петли после маркера провязываем вместе лицевой петлей. Подтянули петлю. До следующего маркера 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей. И 2 петли после маркера вместе лицевой петлей. Разворачиваем вязание и изнаночный ряд вяжем без убавлений. В следующем ряду снова делаем убавление. Итак, продолжаем вязать, делая убавление в каждом лицевом ряду.
Так, мы делали убавление. На данный момент у нас 2 петли с этой стороны, 2 петли с этой стороны от маркера и 11 средних петель. Провяжем еще один ряд с убавлениями, но до маркера убавления делать не будем. Провяжем эти 2 петли, перенесем маркер. После маркера провяжем 2 петли вместе лицевой петлей. И 2 петли до маркера провяжем вместе лицевой петлей и закончим вязать ряд, провязав 2 последние петли. Сейчас на спице 13 петель. Провяжем изнаночный ряд. Дальше смена цвета, поэтому нить обрезаем. Осталось связать верхнюю часть тапочка. Сейчас наша работа выглядит так. Смену цвета делаем по лицевой стороне работы. При смене цвета первую петлю провязываем. Верхнюю часть вяжем на 13 петлях. Провязали 11 петель. Оставшиеся 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Сейчас на спице 12 петель. 13 петлю вытягиваем из кромочной петли. Петель. Разворачиваем вязание. Кромочную снимаем и вяжем 11 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 и 13 петлю провязываем вместе. Сейчас на спице 12 петель. Поднимаем 13 петлю. Разворачиваем вязание. И продолжаем так вязать, поднимая петли из кромочных. Давайте еще 2 ряда. Провязываем 11 петель. Двенадцатую и 13 петлю провязываем вместе. И поднимаем 13 петлю из кромочной. Это лицевая сторона работы. С лицевой стороны работы вводим спицу от себя, подхватываем нить и вытягиваем ее. Снова вяжем 11 петель. Двенадцатую и 13 петлю провязываем вместе и поднимаем петлю из кромочной. По изнаночной стороне работы спицу вводим на себя, подхватываем нить, поднимаем петлю и продолжаем так вязать. Я закончила вязать верх тапочка.
Сколько вам рядов провязать, решайте сами, потому что вы можете связать следочек более открытый или больше закрыть ногу. Я связала, давайте посчитаем по волнам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Значит, это 42 ряда, и вот она, спицы 43. Теперь закрываем петли. Закрывать я их буду лицевыми петлями, для того, чтобы по верху тапочка у нас шла ровная косичка. Вот, начиная с задника по верху, и чтобы спереди была тоже косичка. Но для этого я, как и на заднике, буду разворачивать петли. Итак, провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Получившуюся петлю возвращаем на спицу и снова провязываем вместе 2 петли лицевой петлей. И так закрываем все петли. Закончили закрывать петли, обрезаем нить, вытягиваем ее и сейчас аккуратно сделаем крючок в петлю, подхватываем нить, уводим на изнаночную сторону. Теперь в петлю, из которой выходит нить, вводим крючок на себя с изнаночной стороны на лицевую, подхватываем нить и снова уводим на изнаночную сторону. Аккуратная наша косичка по верху, по всему изделию. Осталось завязать узелочки, спрятать концы нитей в изделии, и наша работа закончена. Модель этих следочков такая, что очень легко пересчитывается на любой размер. То есть, если вы хотите связать на более широкую ногу следочек, то можно набрать столько же петель, но провязать в высоту больше рядов до момента, когда мы начинали убавлять петли на заднике. За счет того, что вы провяжете здесь больше рядов, соответственно, у вас увеличится количество петель и будет
более плотная ножка, а верх можно оставить таким же. Или убавлять мысок не до 13 петель, а остановиться раньше, и тогда будет верхняя часть у вас шире. Точно так же, как я уже говорила во время вязания, следочек может вам прикрыть небольшую часть ноги, или можете закрыть больше, ну или еще больше. И смотрите, вот так в спокойном состоянии, он такой широкий, короткий кажется. Ну вот если не растягивать, вот длина. Но как вы знаете, я постоянно повторяю, это вязание очень сильно тянется. Вот так. За счет этой пяточки хорошо держится на ноге. Вы видите на видео, я вам показала, как хорошо на ноге сидит эта модель. Ну и главный ее плюс, я считаю, что очень легко вяжется и справится даже новичок. Все аккуратно. Надеюсь, вы с этой работой легко справитесь. Вам все понравится. Главное, чтобы понравилось тому, кто будет носить. На сегодня все. Всего вам доброго.